Война Израиля и США с Ираном продолжается. Исламская республика Иран шатается, но пока не падает. Режим держится, сохраняя базу сторонников, наносит удары по странам региона Персидского залива и перекрывает Ормузский пролив. Более того, на днях вроде как удалось избрать нового верховного лидера – Муджтабу Хаменеи, сына предыдущего верховного лидера Али Хаменеи. То есть пока песенка Исламской республики не спета. Но устойчиво ли положение властей в Иране? Может ли Муджтаба поправить ситуацию? Жив ли он вообще? И насколько можно считать завидным такое вот наследство от отца? Об этом сегодня и поговорим. С роликом в этом про Иран нам помог сегодня Никита Смагин, автор книги «Всем Иран». Перед тем, как начнем, только напомню про инструкцию для обхода российских блокировок, она в описании. Мы не так давно добавили туда новый способ обхода, а спонсирует эту инструкцию компания MaxSwap, которая выпускает криптовалютные виртуальные карты, и ими пользоваться можно за границей, как обычными. Избрание Муджтабы Хаменеи в качестве нового верховного лидера Ирана нельзя назвать неожиданным. Он считался главным претендентом на этот пост уже много лет, и его последовательно к этому готовили. Еще в 22 году в иранских СМИ появилась информация, что Муджтаба стал аятолой. Это высший религиозный титул в шиитской иерархии. Без него невозможно назначение на пост верховного лидера. Событие то, кстати, прошло совсем не гладко. Тогда некоторые религиозные деятели Ирана выразили сомнения в уровне религиозного образования Муджтабы и его духовном авторитете. Возмущение осталось преимущественно закулисным. Открыто протестовать никто из религиозной элиты не стал. Однако недовольство по поводу кандидатуры Муджтабы было еще и среди политической элиты Ирана. Судя по всему, против его кандидатуры выступало немало людей. Среди них нынешний секретарь Высшего совета национальной безопасности, который пока живой, и замглавы аппарата верховного лидера, который погиб в результате авиаударов Израиля и США. Основных причин для опасений элиты две. Первое. Многие искренне считают, что передача полномочий главы государства по наследству – это плохой путь. Все-таки исламская революция не для того свергала монархию, чтобы создать новую. Вторая причина практическая. Али Хаменеи был, безусловно, авторитарным лидером, но не совсем типичным. Он использовал в политической борьбе непрямые методы. Вел закулисные игры, стравливал группы интересов, намеки и сигналы элите посылал. Многие опасаются, что его сын куда более прямолинейный. То есть может стать уже типичным диктатором. Ведь полномочий для этого у него более чем достаточно. Наконец, против Муджтабы выступает население Ирана. В ходе протестов 22 и 26 годов среди слоганов звучал и такой: «Муджтаба, умри, не видать тебе поста верховного лидера». Как только было объявлено о его избрании, многие жители Ирана начали выкрикивать в окна своих домов лозунг «Смерть Муджтабе». В общем, избрание Муджтабы явно не шаг навстречу обществу. И не шаг навстречу элите. Даже многие консерваторы от этого решения не в восторге. Есть вообще только одна сила, которая заинтересована в его избрании. Это корпус стражей исламской революции и близкие к нему политики. Муджтаба давно известен своей близостью к КСИР, а они видят в нем возможность сохранить Исламскую республику. Главное, чего они боятся, это глубинных реформ. В свое время их сильно впечатлил пример Советского Союза, который пошел по пути таких реформ в 80-е и развалился. Муджтаба же тот человек, который должен не допустить пересмотра идеологических основ Исламской республики. К тому же избрание такого верховного лидера – это сигнал для оставшихся лоялистов, что система сохранилась и продолжает функционировать. При этом есть сомнения, в каком состоянии сейчас сам Муджтаба и насколько дееспособен. Сообщали, что он тяжело ранен в результате ударов, находится в коме, на аппаратах жизнеобеспечения, и даже пошли слухи, что он мертв. Правда, конечно, тогда о смерти Муджтабы уже бы сообщили Израиль или США. Подобного сообщения не было. В настоящий момент не так важно, жив он или нет. Он прежде всего символ того, что Исламская республика еще жива, что Хаменеи по-прежнему правят. У личности Муджтабы сведений мало. Нет ни одного публичного интервью, только несколько обрывочных выступлений. То есть мы не знаем, какие у него взгляды, насколько он хороший оратор. Официальной информации про него тоже немного. После рекламы разберемся, насколько вообще устойчив иранский режим, на чем он держится и какие есть варианты развития событий.
Чтобы понять, насколько растет рынок фриланс-услуг, нужно взглянуть на возрастную статистику фрилансеров. Среди них становится все больше людей за 45. Не только молодежь, но и специалисты с серьезным опытом идут на фриланс, чтобы увеличить доход или стать частью крутого проекта, не переезжая и сохранив свой образ жизни. Что сильно расширяет возможности компании найти того самого редкого специалиста, причем за меньшие деньги. Но возникает проблема правового характера. Ценный специалист может жить в любой точке мира, вместе с иным трудовым законодательством. И придется организовывать целый отдел, чтобы он заключал договора и оплачивал фрилансерам работу с учетом всех законов. Или можно отдать эту проблему на аутсорс. Например, компании EasyStaff. У нее есть платформа EasyStaff Payroll, которая значительно упрощает работу с фрилансерами и удаленными сотрудниками из более чем сотни стран мира, включая постсоветские. По сути, это сервис-посредник. Вы заключаете B2B договор с европейским юрлицом EasyStaff, приглашаете на платформу фрилансера, описываете ему задачу, затем пополняете баланс на EasyStaff Payroll, а после завершения работы фрилансер получает оплату уже от сервиса. При этом обе стороны получают все необходимые документы, которые EasyStaff формирует автоматически. Комиссия сервиса гибкая. Вы можете выбрать фиксированную комиссию в 39 евро за транзакцию или процентную ставку от 3%. Ставка зависит от условий перевода и суммы. Фрилансер же не платит ничего. Просто выводит деньги без комиссии и НДС туда, куда ему удобно. Хоть на банковский счет, хоть на криптокошелек, хоть на PayPal. Все это прозрачные и легальные переводы с полным пакетом закрывающих документов. С EasyStaff Payroll работать с фрилансерами куда проще. Попробуйте по ссылке в описании. Регистрация на платформе бесплатная. Или используйте этот QR-код. Несмотря на войну, уничтожение военно-политической элиты и неприятие обществом Исламской Республики, режим пока не рушится. Институты по-прежнему работают. На место старых генералов пришли новые, замещаются гражданские посты. Пример избрания верховного лидера тут показателен. Все прошло более-менее в соответствии с официальной процедурой. Сначала был назначен переходный совет из 3 человек, президента, главы судебной власти и 3-го члена, избранного Советом Стражей Конституции. Спустя какое-то время такой совет избрал верховного лидера. Разве что голосование прошло по видеосвязи, вот и все новшество. Более того, Исламская Республика сохраняет костяк своей поддержки среди населения. Это меньшинство, но речь идет о миллионах человек. Государство, даже находясь под жесткими обстрелами, регулярно выводит людей на провластные митинги. Что говорит о 2 вещах. Во-первых, власти Ирана не потеряли рычаги управления и способны мобилизовать своих сторонников. Во-вторых, эти сторонники есть и готовы участвовать в провластных акциях даже в условиях возможной угрозы, например, случайного попадания ракеты по району. Кто вообще поддерживает в Иране власть? Когда, вроде бы очевидно, что абсолютное большинство против. Это представители, в первую очередь, силового блока и их семьи. Армия, КСИР, ополчение Басидж, полиция – это уже более 3 миллионов человек. А еще духовенство, включая студентов семинарии, это где-то 100-200 тысяч. И, конечно, бюджетники, чиновники и представители квазигосударственного сектора, работники госбанков, муниципалитетов, университетов. Это еще больше 4 миллионов человек. И пенсионеров 2,5 миллиона, они получают пенсии из госфондов. При этом КСИР еще и контролирует от 20 до 40% иранской экономики, включая компании операторов мобильной связи, сервисов доставки, такси и так далее. Конечно, не обязательно, что каждый представитель этих слоев лоялист. Но все же уровень поддержки власти среди таких людей высокий. Они так или иначе заинтересованы в сохранении Исламской Республики и не понимают, что с ними будет в случае ее краха. Ключевая задача режима сейчас – это сохранить поддержку этих групп населения. Судя по всему, Исламская Республика окончательно разочаровалась в идее помириться с большей частью общества. Теперь для них главное удержать ядро. Чтобы стал возможным революционный сценарий, должно совпасть очень много факторов. Во-первых, не стоит ожидать массовых протестов во время боевых действий, понятное дело. Да, антиправительственные выступления были, но речь идет о небольших группах, десятки человек, редко больше сотни. И это понятно. Никто безопасностью населения не занимается. Бомбоубежищ там нет. О раздаче помощи тоже пока не слышно. Люди предоставлены сами себе, и им не до протестов.
Во-вторых, повстанческое движение сосредоточено преимущественно в национальных окраинах, прежде всего в иранском Курдистане. США и Израиль специально и усиленно разрушали инфраструктуру сил безопасности в этих районах, нанося удары по полиции, базам КСИР и центрам Басиджа. Трамп, говорят, лично звонил лидерам курдских организаций в Ираке, которые прячутся там от Исламской Республики, и призывал переходить границу и начинать борьбу с режимом. Но Курдистан достаточно далеко от Тегерана. Даже при успешном восстании, которое пока так и не началось, до столицы все равно надо еще дойти. При этом совсем не факт, что остальные жители Ирана поддержат борьбу курдов, потому что рядовой иранец выступает за территориальную целостность, а курдское восстание отдает потенциальным сепаратизмом. Иными словами, такое восстание способно разве что создать очаг нестабильности или стать одним из условий для начала гражданской войны. Но к быстрой смене власти оно вряд ли приведет. О том, что смена режима в ближайшее время маловероятна, говорят эксперты, в том числе и в Израиле. На длинной же дистанции шансов больше. На фоне ударов Израиля и Штатов вполне могут появиться территории, которые Исламская Республика просто не сможет контролировать, где будут формироваться силы, способные пойти на организованное сопротивление. Тогда смена режима станет возможной, как это было, например, с Башаром Асадом в Сирии. Мирный же сценарий смены режима маловероятен. В ходе тотального подавления протестов в январе власти расстреляли то ли 10, то ли 40 тысяч человек. Исламская Республика явно продемонстрировала, она никуда не уйдет сама, будет биться до последнего. В такой ситуации бархатных революций ждать не стоит. Есть 3 базовых сценария, которые возможны в нынешней ситуации. Сценарий первый. Исламская Республика сохраняется и управляет ей Муджтаба Хаменеи. А значит, укрепляется военно-политический блок, исключены существенные государственные реформы. США договориться при этом вряд ли удастся, ведь это разочарует лоялистов, последнюю надежду режима. Проблемы будут только нарастать. Разрушенная инфраструктура, ограничение интернета, отток финансового и человеческого капитала – это реальность, в которой будет существовать власть Муджтабы. Руководство страны все чаще будет вынуждено идти на непопулярные меры, повышать цены и налоги, не сможет при этом обеспечивать базовые услуги, и на этом фоне неизбежны протесты. Еще и на международной арене положение Ирана сильно ухудшится. Ведь Исламская Республика нанесла удары ракетами по большей части стран региона, соседних стран, и теперь отношения с этими государствами будут испорчены. А многие из этих стран были для Тегерана партнерами. Арабские Эмираты, например, входили в топ-3 торговых партнеров Ирана. Катар помогал иранской стороне вести политический диалог с регионом. Об этом всем придется забыть. Иран будет вынужден обратиться к своим оставшимся друзьям – России и Китаю. В некоторых вопросах от них будет буквально зависеть выживание граждан. Ведь Россия остается основным экспортером зерна в Иран, которым Исламская Республика обеспечить себя не может. При этом стоит понимать, что в случае гражданской войны, в условиях разрухи и экономической ямы, Тегерану будет нечем платить ни за продовольствие, ни за оружие. Единственный выход – российские кредиты в обмен на часть суверенитета. Например, эксклюзивные права на добычу природных ресурсов, доступ к объектам инфраструктуры, влияние на принятие политических решений и так далее. Мы все это видели в Сирии, опыт у Кремля есть. Правда, нельзя сказать, что удачный. Похожая история с Китаем. Скорее всего, перекрытие Ормузского пролива произвело сильное впечатление на Пекин, так что в прежних объемах он импортировать нефть из региона не будет. А значит, денег от Китая у Ирана будет меньше, а вот нужда в китайской поддержке возрастет. В общем, речь идет о зомби-режиме с непонятно живым ли лидером, который по большому счету свою игру давно проиграл, но может продлить свой век еще на пару лет или десятилетий. Тот же Башар Асад был у власти еще 13 лет после начала гражданской войны. Сценарий второй. Исламская Республика сохраняется, но без Муджтабы. Очевидно, быть избранным верховным лидером – это даже не полдела. Куда более сложная задача – после этого вообще выжить. Особенно если, может быть, не жив уже и сейчас. Но в любом случае, Израиль и США особо не скрывают, Муджтаба теперь цель для ликвидации. Так что скорый уход свежеизбранного верховного лидера – сценарий весьма вероятный. И тогда начнется интересное. Прежде всего, придется избрать другого верховного лидера. Вот только Муджтаба фактически единственный представитель системы, который обладает и нужным религиозным статусом, и каким-то авторитетом, по крайней мере, среди ксир и присных. А значит, следующий верховный лидер с большой вероятностью будет куда слабее.
Следом ослабнет и роль поста верховного лидера, а реальные решения, скорее всего, будут принимать его окружение и наиболее влиятельные силы. И тут, увы, сомнений мало, какие именно. Скорее всего, это будет Ксир. Даже в случае убийства Мачтабы, или если он и так мертв уже, они никуда не денутся. То есть, вероятно, хотя бы первое время у Ирана появится номинальный верховный лидер при коллективном управлении страной военными. Такой сценарий от первого отличается разве что инерционностью, и глубинные реформы тут тоже вряд ли произойдут. Сильный верховный лидер хотя бы потенциально способен совершить неожиданные волевые ходы и изменить парадигму силы авторитета. У коллективного же управления военными есть один вполне естественный нюанс. Это будет снова зомби-режим на максималках с фокусом на продление жизни системы. По-прежнему будут экономический кризис и разруха, регулярные протесты, зависимость от России и Китая, а также Израиль в небе, который в любой момент может куда-нибудь ударить. И, наконец, рассмотрим сценарий номер 3 – смена режима. Механизмы мы уже разобрали раньше в этом видео, так что не будем на них концентрироваться. Просто представим, какой-то силе, будь то курды или иранское общество или какие-то организованные группы внутри Ирана, удается таки бросить вызов Исламской Республике. Если эта сила приходит к власти, то делает это либо в результате гражданской войны, либо после мобилизации сторонников и стремительного наступления на столицу. То есть сценарий в любом случае ни разу не мирный. А главное, страна лежит в разрухе. Нужно добиться внутренней и международной легитимности и при этом еще как-то стабилизировать экономику и политику. По вопросу легитимности можно провести выборы, но это процесс сложный и в условиях тотальной разрухи вряд ли возможен сходу. Можно только планировать это в какой-то отдаленной перспективе. Можно также провести выборы-фикцию, но совсем не факт, что их признают иностранные силы, да и много ли даст это с точки зрения внутренней стабильности. Тут вполне логичным образом взор обращается к наследному принцу Резе Пахлеви. Ему выборы не нужны, он легитимен уже по крови и может стать фигурой абсолютно номинальной, таким британским монархом ближневосточного разлива. А может и получить реальные полномочия, разные варианты есть. Можно, конечно, обойтись и без заграничного шаха, но это уже сложнее, а ход с монархом будет понятен и внутри системы, и за рубежом, особенно США и Израилю. И совсем уж невероятным этот сценарий не выглядит. С точки зрения международной обстановки, обнадеживающий пример – это Сирия. Там к власти пришли исламисты, но даже с них санкции Запад снял. Потому что сейчас речь идет о режиме изгоя, который всем людоедам людоед. А если на его место придет людоед поменьше, даже откровенно неприятный Западу, ему дадут какой-то кредит доверия. И тогда будет вероятность снятия санкций, а значит шанс на реинтеграцию в мировую систему, привлечение зарубежных специалистов и инвестиций. И в этом смысле случай Ирана даже более перспективный, чем Сирии. Иран – одна из крупнейших стран по запасам нефти и газа. Тут есть чем наполнить бюджет. Ключевая проблема власти при таком сценарии заключается в наследии Исламской Республики. Например, в нерыночном ценообразовании. Сегодня бензин в Иране стоит примерно 1 цент за литр по первому льготному курсу. По нему можно заправить 60 литров в месяц. 2 цента цена по второму, еще 100 литров. А дальше сколько угодно можно заправлять бензин по цене 3 цента за литр. Понятно, что в нормальной экономике такое ценообразование существовать не сможет. Сложная история с водой, электричеством, газом, ЖКХ. Насколько большая проблема перейти от таких цен к рыночным, можно оценить по 90-м в России. Это та еще задачка, и без шока для населения не обойтись. Разве что в Иране нет запрета на рыночные отношения в целом, как это было в СССР. То есть масштаб перестройки будет поменьше. Есть вопрос, что делать с бывшими военными КСИР или с ополчением Басидж. Можно их всех выставить за дверь, но тогда они могут создать ОПГ или пойти по примеру Ирака, где бывшие военные Саддама Хусейна объединились с местными исламистами, и в итоге получился тот самый ИГИЛ. А это вряд ли кому надо. Иными словами, этот сценарий безоблачным назвать нельзя. Здесь море проблем и потенциальный шанс для ухудшения ситуации. Но такой сценарий дает шанс на какую-то надежду. И шансом этим Ирану, может быть, удастся суметь воспользоваться. До завтра.